Здравствуйте, друзья! Вы, конечно же, помните, записал я видео о том, что происходило в Москве 26 числа и провел аналогии с тем, что происходило в моей родной стране. Боже, какая началась прям буря в стакане, потому что всякая околооппозиционная плесень вдруг начала меня оскорблять и говорить: не лезь, что ты лезешь. Ну, во-первых, ребята, те, кто любят раскрывать свой рот, регулярно лезут в дела моей родной страны. Во-вторых, я упоминаю Россию исключительно в контексте Украины. Ну и в-третьих, знаете, когда я слышу о том, что зачем нам Украина, давайте заниматься своими вопросами. Это абсолютно согласен, да. Все должны заниматься своими вопросами. Но я решил, наверное, я что-то сделал не так, и надо мне более подробно разобраться с тем, чего же хотят люди, которые выходят на данные протесты. Ну, это интересно, как минимум, потому что Украина и Россия, общая граница, общие там всякие проблемы. И поэтому я решил, знаете, как же лучше узнать, как не отправиться туда, да и спросить у людей, которые выходят на эти самые протесты. Я так понимаю, сейчас в тренде школьники. И короли школьников призывают в интернете, в ютубах всяких школьников идти на эти самые протесты. Это многосерийка. В конце вот этой первой серии я еще появлюсь. Великолепная коллекция костюмов. История. Вань, иди ты вон туда. А где разрешение? Там, чуть дальше. А где Даня тоже с фотоаппаратом? Что мы делаем? Смотри, вот вы оттуда подъезжаете на эту точку. Камера за нами. Свой телефон. Свой Коля всем похуй. Скажите, пожалуйста, а вы знаете ситуацию по поводу того, что вот недавно, буквально вот 30 числа в Киеве произошла вот Comedy Woman выступали, которые тоже пели в Крыму, и вы так несправедливо, не слышали, да? А мы занимаемся. Спасибо большое. Фотографировали, да? Ну давайте идем. Вот давайте идем по концерту. Вот вы кем будете? Крепостным? Или По Тверской пройдем. или боярин? Ну, слава богу, вот это нормально. Ребята, отлично. Слава полиции. Слава полиции. Молодцы, ребята. Дело в том, что стоял молодой человек, выражал свое мнение. Тут вот подошел вот этот вот провокатор, которого сейчас увела полиция, и начал провоцировать на драку. Вот и все.
И полиция, надо сказать, сработала отлично просто. Все, правильно. Вот здесь я просто похлопаю полицию. Почему? Почему скандал? Я не знаю. Я не знаю, все. Да, я пришел на митинг, потому что увидел вчера сообщение в интернете. Ну, то, что сегодня будет как некий повторный ответ. Ну, это то же самое, что 26-го, только сегодня. А что вы ждете от этого митинга? Лично я хочу сделать классные фотографии. Потому что 26-го я не успел, а я как бы занимаюсь репортажной съемкой. Так вы именно как участник митинга или как... Как участник тоже, конечно. А что вам, почему вы именно хотите вот, поучаствовать в этом митинге? Ну для чего он, зачем он? Что вы видите особо? Как бы полгода назад мне исполнилось 18 лет, и как начали подбираться мысли о будущем вообще, что ждет меня, что ждет страну, когда уже не только родители будут меня обеспечивать, когда мне придется переехать, снимать квартиру. И вообще вот как это все строится, я бывал в близлежащих в Москве городах, ну вот даже на самом деле даже самая Тверь, Рязань. Все это близко, но то, что там творится, как бы, находясь там, сразу понимаешь, в какой стране живешь. Ну и да, хотел бы вот на вокзал любой приехать, киевский, курский, и, как бы, что здесь и что там. Там Россия, здесь муляж. Ну а что вам не нравится? Вот, что вы хотите изменить? Зачем? Путин вор. Путин вор. Из какого класса? Я из школы. Ой, не из школы. Школа это понятно, вы Нет, это поняли. не из А класс школы. какой? Я не из школы, я из университета. А из университета из какого? ГИК. Это где? ГИК Режиссерский, что ли? операторский. Ну, просто Навальный, хоть он сам, на самом деле, персонаж непонятный, его как бы программа неясная и какая-то мутная, но альтернатив нет. Как бы единственное, что похоже на какое-то будущее. Ну, как раз таки я хочу, чтобы была альтернатива, потому что по отношению с тем, что есть сейчас, как раз таки Навальный будет этой альтернативой всему. Смутные программы? Ну, у него смутные программы. Он не рад. Вот что он говорит? Он говорит, да, мы поднимем зарплаты и боремся с коррупцией. Типа, у вас есть программа? Мы боремся с коррупцией. У вас есть программа? Мы боремся с коррупцией. Все. По сути, все, что он говорит. Какая это альтернатива? Ну, Зиганову, Жириновскому, Явлинскому. У них есть программа, между прочим, там даже у Жириновского. В любом случае, это какое-то новое веяние. Они все-таки старперы, как говорится. Нового можно вообще любого. Вон грузчика там. Не-не-не-не. Поставить? Ну, Навальный уже медийная личность, его все знают. В общем, по всему итогу, чего вы хотите добиться? Будущего. Какого будущего? Будущего, каких-то изменений. Потому что, то есть, Каких изменений? борьбы с коррупцией. Повышение зарплат. Ты уезжаешь в Тверь, да, в Рязань, и там совсем другая страна. В чем это выражается, что другая страна? То есть, ну, что вас как бы смущает немного? Ну, допустим, комплекс из порядка 10 домов, абсолютно заброшен, в которых живут люди. В которых живут люди, то есть полностью разрушенные стены, окна забитые досками, входишь внутрь, и там вместо дверей картонки, какие-то тряпочки, шторки, ходят маленькие бабушки, бегают дети, тут человек сидит со шприцом, и ничего, все именно так. И это 170 километров от Москвы. А что вы думаете по поводу митинга, который вот проходил в Москве 26 числа? Ну, отношусь положительно, то, что люди выходят и говорят, то есть, потому что в Европе постоянно такое происходит, и постоянно, если им что-то не нравится, они выходят, говорят, что им не нравится, и это меняется. А у нас такого как бы никогда не было, то есть настолько масштабных мероприятий. А вы слышали про то, что происходило в Киеве в 2013-2014 году? Люди тоже вышли, да? Протестовали. К чему это привело? К развалу. К развалу? А чем отличается ситуация та от этой? Не знаю. Я не знаю, я не интересовался Украиной. Извините, что сказал молодой человек? Что он не интересовался просто Украиной. Он, наверное, не в курсе, как там все начиналось, и что там не самые плохие люди чего-то требовали. Я повторюсь, наверное, для слабослышащих или плохо видящих. Я говорю о том, что власть должна реагировать на расследования, подобные тому расследованию, которое обнародовал Навальный. Я не знаю, какое он участие принимал в этом расследовании. Мое личное мнение, мое личное имхо, что ему было уже получено это расследование, он его обнародовал. Вот мы
типа провели расследование. Власть должна реагировать на такие вещи, однозначно. Но иногда полезно интересоваться все-таки историей страны соседа. 2-я серия скоро будет.